Здравствуйте, друзья! Закончился чемпионат России. Как и ожидалось, Камила Валиева не оставила ни единого шанса своим конкурентам. Но скандал, случившийся после короткой программы, только набирает обороты. В первый день соревнований за второе место развернулась борьба между Анной Щербаковой и Софьей Муравьевой. Борьба оказалась настолько напряженной, что уже после завершения короткой программы ученица Хрустального смогла обойти в турнирной таблице подопечную Евгения Плющенко. И случилось это благодаря ошибке Муравьевой. Дело в том, что после определенного момента перед выступлением у фигуристки есть ровно 30 секунд на подготовку, до истечения которых она должна занять начальную позу номера. Однако Софья не уложилась в отведенное время. На этот маневр ученице Евгения Плющенко потребовалось 32 секунды. По правилам, подобное нарушение должно караться снятием балла, что, собственно, и было сделано. Но почему это было сделано не сразу, а спустя некоторое время, здесь и начинается самое интересное. Первоначально федерации заявили, что из-за ошибки ввода в программу данный штраф не был учитан, поэтому поправка в оценке была внесена постфактум. Внесение изменений в результаты уже после выставления оценок практика на российских соревнованиях, увы, не новая. В прошлом году коллегия не заметила четверной прыжок у фигуриста на юниорском чемпионате России. Ошибку исправили уже после распределения мест. Тогда даже Татьяна Тарасова разнесла судейскую коллегию за слепоту. И вот сейчас случается либо очередная ошибка судей, либо ошибка программы. Но, казалось бы, справедливость восторжествовала, и очевидное нарушение правил было отображено в оценках спортсменки. Или нет? Оказывается, что не все согласились с данным решением. Яна Рудковская обрушилась с привычной уже критикой на всех подряд. Даже Евгений Плющенко, непосредственный тренер фигуристки, промолчал. Сначала Яна написала в своем инстаграме: «Забрали второе место, видимо, этот балл им очень нужен был», написала Рудковская в своем инстаграме. Обратите внимание, претензии лежат не в плоскости того, было или нет нарушения. Рудковская начала поиск виноватых, поиск тех, кто заметил эту ошибку и пожаловался. Протест был подан господином Аксеновым из Хрустального. Это информация от Федерации фигурного катания России. Только через 2 часа после окончания соревнований мы узнали об этом, как, наверное, и все остальные. На пресс-конференции Соня была представлена как девочка, которая заняла заслуженное второе место. Также Рудковская заявила, что по правилам статья 18.4 нельзя изменять оценки после протестов, и даже ее юристы готовы были подать протест. Но Евгений Плющенко сказал этого не делать из-за уважения к организаторам и федерации. Журналист Елена Войцеховская поддержала заявление Яны Рудковской и обрушилась с критикой на Анну Щербакову. В этом конкретном прокате чемпионка мира оказалась хуже, чем девочка ноунейм, за душой у которой нет пока ничего, кроме одной победы на этапе юниорского гран-при. Аня не столько каталась, сколько билась за собственное выживание. Билась натужно и тяжело за право устоять в числе сильнейших, не обладая достаточным для этого техническим арсеналом. На мой взгляд, эта искусственная подачка просто унижает спортсменку такого класса, написала Войцеховская в своем телеграм-канале. Обратите внимание, ни Яна, ни Елена ни слова не говорят о том, нарушила или нет правила Софья. Все доказательства основываются на фразах о субъективной оценке силы фигуристок, на том, можно или нельзя менять решение после выставления оценок, каким образом это было сделано. Более того, кивки на нарушение правил федерация сразу отсекла. Думаем, именно поэтому и не стали юристы Яны усердствовать. Федерация в очередной раз подчеркнули, что информация об ошибке судьей была внесена сразу, но не отобразилась в программе. Татьяну Тарасову попросили прокомментировать ситуацию, однако Татьяна Анатольевна в очередной раз решила отстраниться от тем, связанных с Рудковской. «Я не хочу быть в одной статье с Яной Рудковской, не хочу с этой женщиной говорить о фигурном катании», рассказала Тарасова в интервью «Спортэкспресс». Думаете, Яна оставила это без ответа? Ну, конечно, нет. Яна рассказала, каких успехов в жизни добился ее муж, каких успехов добилась она сама, как они строят на свои деньги катки и помогают инвалидам. И в очередной раз прикрылась защитой семьи от нападок, и что всегда будет идти в контрнаступление, и рассказала, что, видя несправедливость, никогда не будет молчать. Раньше я уважала Татьяну Анатольевну Тарасову за то, что она всегда говорила правду.
А вот теперь, увы, она правду в фигурном катании не отстаивает и не замечает, рассказала Рудковская в интервью «Спортэкспресс». Видимо, по мнению Яны, отказ Тарасовой от интервью и являлась нападкой. Рейнат Лайшев в этот раз непривычно для себя прокомментировал выпады Рудковской в очень спокойном тоне. Не стоит обращать внимание на слова Рудковской. Судейство лучше не обсуждать, рассказал Лайшев. Ну а хореограф Хрустального, Железняков, не стал сдерживать эмоции. Это смешно. Главный специалист в мире фигурного катания Яна Рудковская. Она у нас и технический специалист, судья и все остальное. Даже Евгений Плющенко промолчал и не прокомментировал ситуацию. Но и чтец, и жнец, и на дуде игрец – это Яна Рудковская. Смешно это все наблюдать, рассказал Железняков в интервью «Спортэкспресс». Также Алексей подтвердил тот факт, что Аксенов подал протест, но имел на это полное право, так как правила были нарушены. Мы напомним, что чемпионат России интересен в первую очередь борьбой за олимпийские путевки. Яна Щербакова боролась за них совершенно не с Софьей Муравьевой, которая не сможет принять участие на Олимпиаде из-за возраста, а совсем с другими спортсменками. Поэтому мы не можем представить, чтобы кто-то иной, кроме Яны Рудковской, мог из такого события сделать невероятный скандал, о котором говорит все медиапространство фигурного катания. Вся эта ситуация случилась буквально за сутки после короткой программы у женщин. Мы все же надеемся, что именно спорт встанет во главу угла, и скандалы не омрачат, наверное, сильнейшее соревнование в современном женском фигурном катании.